Напишите, кстати, знаете ли вы, что такое вообще в принципе коучинг? Что это такое и для чего он нужен? И нужен ли он вообще? Ваше отношение к коучингу напишите. Друзья, кто смотрит на других площадках, пишите, пожалуйста, в YouTube. Переходите в YouTube, пишите Юрий Пузыревский и будем с вами общаться здесь. Привет, привет. Кто-то пишет нет, что не знает, что такое коучинг. Объяснить, что такое коучинг? Коучинг, ну давайте по базе, да. Коучинг это такой особый вид консалтинга. Консалтинг это когда один человек консультирует другого. А коучинг это такой особый вид консалтинга, когда один человек, коуч, помогает своему клиенту, его еще называют коучи. Вот, он помогает клиенту в достижении его целей. Ну, знаете, смотрите, коучинг это некая такая промежуточная, можно сказать, дисциплина между, давайте я так скажу, между психологическим консультированием и, в принципе, консультированием. Коуч это человек с определенным бэкграундом, с определенным образованием, который имеет определенный инструментарий, который помогает его клиенту осознавать, понимать некоторые вещи про себя. То есть этот инструментарий, он как раз таки очень обширный. И по большому счету коуч это такой, наверное, проводник, я бы так сказал, проводник, который помогает и одновременно и поддерживает клиента, но одновременно и немножко иногда может нагнетать обстановку. Да, вы коуч? Да, я коуч. Я коуч. Прошу прощения. Я коуч, NLP тренер, психолог, тьютор по развитию эмоционального интеллекта. У меня много всевозможных образований. Но в целом я сейчас занимаюсь коучингом и занимаюсь, ну, если говорить про индивидуальный формат, и занимаюсь обучением. Обучаю технологиям нейролингвистического программирования, если вы знаете, что это такое. Окей, друзья, напишите в чат на YouTube, как меня видно и как меня слышно, потому что я не понимаю, у меня такое ощущение, что в YouTube меня не слышат. Друзья, кто нас смотрит на других площадках, пожалуйста, переходите в YouTube. Юрий Пузыревский. И там идет прямая трансляция. Хорошо. Напишите, из какого вы города. Напишите, сколько у вас сейчас есть целей. Напишите, из какого вы города, и напишите, сколько у вас сейчас есть реальных целей, над которыми вы работаете. А сегодня хочу поделиться простым инструментом, который помогает, скажем так, сфокусироваться на более важных целях и не тратить время на второстепенные или менее важные. Я вот так выражусь. Так, на YouTube пока непонятно. Дорогие друзья, кто нас смотрит на других площадках, переходите на мой YouTube. Ссылку на мой YouTube вы можете найти в шапке моего профиля Юрий Пузыревский. Заходите, и там будет сейчас прямая трансляция. Те, кто нас смотрит в YouTube, поддержите нашу трансляцию лайком. А те, кто нас смотрит на других платформах, заходите, пожалуйста, в YouTube. Ну что вам еще рассказать такого хорошего, мои дорогие? Ну, смотрю, народ подтягивается. Хорошие новости. Хорошие новости это то, что мы закончили вот буквально на этой неделе курс NLP практик и сертифицировали группы. Привет из Одессы, слышно и видно. Привет из Одессы, привет из Минска. Отлично, супер, рад, что вы начали что-то писать. Обязательно поддержите нашу трансляцию лайком. Сегодня поговорим про цели. Москва. У меня одна цель, не ставить цели. Отлично, тогда вам не для... Тогда наш
прямой эфир не для вас, я так скажу. Если у вас одна цель не ставить цели, это тоже нормально, это тоже здоровая позиция. Не могу сказать, что это что-то плохое, но тем не менее, цель не ставить цели тоже может быть хорошей целью. Окей, мы тогда с вами будем прощаться. Хорошо, друзья, напишите, из какого вы города, и напишите, сколько у вас сейчас есть целей, над которыми вы целенаправленно работаете. Прям очень-очень важно. Напоминаю тем, кто смотрит нас на других площадках, пожалуйста, переходите в YouTube, поддержите наше видео лайком обязательно, и мы будем продолжать. Видите, прямой эфир на YouTube, он не такой быстрый. Саратов, очень приятно. Переходите, тот, кто из Саратова, 3 цели. Переходите на наш YouTube канал. Меня зовут Юрий Пузыревский, там идет активная трансляция, и с комментариями, которые будут в YouTube, мы будем больше работать. Хорошо, те, кто нас сейчас смотрит в YouTube, вам это знать зачем? Ну, видите, интересно, просто интересно, о чем речь. Ладно, все, с других платформ больше не читаю, потому что начинаются какие-то непонятные вопросы. Те, кто приходит не вовремя, мы сегодня общаемся про цели и как сделать так, что делать, если целей в принципе очень много и не знаешь, за что хвататься. Бывает у вас такое? Напишите в чат. Да, если у вас бывает такое, что у вас очень много целей, и вы в какой-то момент начинаете делать хаотичные такие движения по направлению к своим целям, и в какой-то вдруг у меня всего записанных целей и подцелей около 30 на год. Это очень рационально, это очень здорово, Владимир. Спасибо большое за ваш комментарий. Друзья, те, кто еще не подписан на мой канал в YouTube, меня зовут Юрий Пузыревский, я тренер нейролингвистического программирования, сертифицированный спикер Ассоциации спикеров СНГ, психолог, сертифицированный коуч и тренер по коучингу. Я помогаю людям осваивать такие направления, как нейролингвистическое программирование. То есть я профессионально обучаю людей этим технологиям. Я обучаю людей технологиям гипноза. Я и еще много чего другого. Ну, полазите по каналу, поймете все мои компетенции. Спасибо, друзья, кто смотрит. Поддержите нашу трансляцию лайком и комментарием. Хорошо. У Владимира 30 записанных целей. Это здорово. Хорошо. А иногда бывает такое, что у нас есть очень-очень много целей, и мы чего-то действительно очень сильно хотим, но не понимаем, за что взяться, не понимаем, за что хвататься, и мы, как бы, получается, вроде как растянуты между своими целями. У кого такое было, или у кого такое есть сейчас? Есть ли такие люди, которые сейчас не знают, за что им взяться, потому что все цели классные? Выбираю самое важное, 3 цели, добиваюсь и иду дальше. Супер, хорошо. Напишите, пожалуйста, сейчас в чат. У нас в YouTube идет прямая трансляция с хорошим видео, с хорошим звуком и даже иногда с хорошей музыкой. Поэтому жду всех на своем YouTube. Юрий Пузыревский. Переходите, заходите в наш прямой эфир, и мы здесь уже более подробно пообщаемся. Одесса очень классный город. Бывал в Одессе, проводил там тренинги и отдыхал в Затоке в прошлом году. Интересно, интересно. Я вообще сам вырос в Украине. Сейчас я нахожусь в городе Минске. Такой украинский белорус. Поэтому, Владимир, мы с вами близки. Хорошо, хорошо. Так вот, давайте разбираться. Дам простой, очень простой инструмент сейчас, который вам позволит просто лучше понять, осознать, что вам сейчас более важно и актуально, а что вам не очень важно. Я выбираю самые легкие и быстрые и откладываю сложные и важные. Это тоже одна из стратегий. Вот смотрите, как интересно. Очень многие люди достигают своих целей очень сильно по-разному. То есть кто-то наоборот берет самые сложные, а мелкие они проходят, ну, как бы косвенно, они сами по себе достигаются. Кто-то наоборот, вот видите, как Владимир, он берет сначала самые легкие, а сложные
сложное откладывает на потом. Но здесь же тоже есть, опять же, такая интересная история, что можно большие и сложные разделить на много маленьких мелких, и тогда, Владимир, у вас все будет очень здорово получаться. Хорошо. Смотрю, народ подтягивается. Те, кто нас сейчас смотрит, поддержите нашу трансляцию лайком, поддержите нашу трансляцию комментарием в чате, напишите, из какого вы города и сколько у вас сейчас есть целей, в принципе, в жизни. Ну, хотя бы навскидку. Можно не обязательно брать там какие-то свои записи, а просто поделиться тем, сколько вы сейчас имеете целей, хотя бы в приблизительном таком понимании. Для чего это нужно? Для того, чтобы лучше понимать, как у нас обстоят дела с целями. Знаете, есть люди, которые вообще не ставят цели, и в принципе это тоже такой способ проживания, но могу сказать по своему опыту, что когда цели ставишь, тогда все-таки ты их достигаешь, а когда ты цели не ставишь, тогда ты вроде как болтаешься, и непонятно, к чему тебе прицепиться, непонятно, к чему тебе присоединиться. Это тоже способ, знаете, так плыть по течению. Но если вы хотите чего-то достигать, все-таки цели лучше ставить. Мы не будем в этом эфире про какие-то модели целеполагания. Приветствую из Челябинска. Добрый вечер. Заходите в YouTube, Юрий Пузыревский. Там идет основная трансляция. Подписывайтесь на Юрия Пузыревского. Юрий Пузыревский — это я. И будем с вами общаться здесь, потому что основная трансляция идет у нас в YouTube. Хорошо. Пока мы разогреваемся, пока мы набираем обороты, продолжим с целеполаганием. Так вот, если есть цели, конечно же, они достигаются. Если целей нету, конечно же, они не достигаются. И иногда мы становимся узниками своих целей, потому что, ну смотрите, есть цели какие? Есть цели, которые прям вот истинные ваши желания. Это очень здорово. А есть цели, скажем так, навязанные извне. Ну, какие-то могут быть цели, там, не знаю, Бентли за много миллионов долларов, там, не знаю, или тот же $1 000 000. Это такие цели, знаете, из разряда цели, которые страшны, и цели страхи, и это такие цели из разряда цели, которые модно иметь, я вот так скажу. Я скажу так, модно иметь. Есть такие цели у вас, которые модно иметь? Купить iPhone. Не потому, что я его хочу, а потому, что вот он сейчас у всех есть. И не потому, что он просто классный, и мне хочется обладать таким инструментом, да, а потому, что он есть у моего друга, подруги, и вообще все уже давно перешли на iPhone, а если ты не перешел на iPhone, это фу-фу-фу, позорно, да. Такое тоже бывает, и здесь нужно себя контролировать, себя нужно калибровать. Есть ли у вас какие-то цели, которые вам как бы прилетели откуда-то извне? Это тоже очень важно, потому что иногда вот эти вот прилетевшие извне цели, они на самом деле сбивают нас с пути, и мы начинаем долго и упорно, не знаю, зарабатывать на iPhone, пытаться всем рассказать, что я хочу $1 000 000 заработать, и тем самым присоединиться, да, войти в рапорт с кем-то из окружения, хотя на самом деле это не является вашей истинной целью. И какой смысл тогда от этого всего, когда мы начинаем преследовать не свои истинные желания, а когда мы начинаем преследовать желания, которые нам навеяны социумом, там, каким-то, ну, скажем так, условно-социальным нашим окружением. Это печально на самом деле, но иногда мы в эту игру начинаем играть, иногда мы в эту ловушку попадаем. Что здесь нужно делать? Здесь, конечно, нужно осознать, что действительно для вас является ценным и важным. Вот прям ценным и важным, вот прям задавайте себе вопрос. Если вы стремитесь, я не знаю, к собственному жилью, то это хорошая цель, но это если она вам действительно нужна, если вам действительно этого хочется. Или если вы хотите
зарабатывать много денег. Во-первых, определитесь, много это сколько, а во-вторых, не надо ставить какие-то заоблачные вещи. Почему говорю, это такая техника безопасности, потому что когда мы ставим какие-то заоблачные цели, мы, скорее всего, находим вторичную выгоду, мы, скорее всего, находим некое оправдание, чтобы эту цель не достигать. Вот мы находим себе некое оправдание, чтобы эту цель не достигать, но зато потом рассказывать об этом хорошую историю, почему вот так не получилось. То есть мы иногда, когда мы ставим цель слишком амбициозную, слишком глобальную в соотношении нашей точки А и цели, которые мы хотим достичь, мы можем, скажем так, даже впасть в некую жертвенную позицию. То есть я хочу миллионский миллион, а по итогу у меня это не получается сделать. Почему? И мы начинаем находить кучу оправданий тому: у меня ребенок родился, мне муж мешает, мне жена мешает, мне государство мешает, мне еще что-то мешает. И мы находим, кто заметил за собой такие вещи, кто заметил за собой, что когда мы ставим какие-то цели, которые на данный момент времени для нас не очень реалистичны, мы вместо того, чтобы их достигать, мы скорее находим оправдание, почему эта цель не достигается, вместо того, чтобы делать какие-то целенаправленные действия. Многие люди допускают такую ошибку. Дорогие друзья, я вижу вас, я вижу, что вы присоединяетесь. Те, кто присоединяются к нам на других площадках, пожалуйста, переходите в YouTube. Юрий Пузыревский, основной прямой эфир идет здесь. Подписывайтесь на канал Юрия Пузыревского в YouTube. Здесь много полезного, качественного контента, который будет вам помогать не только достигать ваших целей, но и разбираться с собой и находить свои основные ориентиры. Заходите в YouTube, поэтому заходите, и буду рад видеть вас всех здесь. Хорошо, друзья, кто нас смотрит на YouTube, давайте уже конкретно будем общаться с вами и будем разбираться. Напишите, пожалуйста, замечали ли вы за собой, либо вы замечали за кем-то из вашего окружения, что человек заряжается какой-то глобальной целью, а потом начинает соскакивать. Потом начинает рассказывать, что у него этого сейчас нету, потому что там рынок рухнул, условия такие-то, что-то еще, что-то происходит такое, что человек начинает оправдывать то, почему у него еще нету такого достижения. Если вы замечали таких людей, если вы с ними знакомы, то, пожалуйста, поделитесь. Напишите просто плюс, если вы таких людей знаете. Я таких людей знаю, как раз таки. Хорошо, дорогие друзья, кто нас смотрит в YouTube, поставьте лайк, поддержите нашу трансляцию и будем дальше работать. Давайте сейчас перейдем уже. Добрый вечер. Все, кто смотрит на других площадках, переходите в YouTube, подписывайтесь на канал Юрий Пузыревский и будем общаться в YouTube. Хорошо. Аня знает таких людей. Аня, ты что, про меня что ли пишешь? Ты что, про меня что ли пишешь, что ты знаешь таких людей, что мы ставим большие цели, да, а потом их не достигаем, начинаем оправдываться. Хорошо. Ну, по обратной связи, мне кажется, что я практически всех своих целей, которые ставлю, достигаю. Иногда, конечно, я тоже могу пооправдываться. Ну, как говорят мои коллеги, что Юрий Пузыревский. Для меня, кстати, это приятно слышать и удивительно, что Юрий Пузыревский — это тот человек, который сделал себя сам. Ну, мне кажется, на самом деле каждый человек сделал себя сам. И это тоже совершенно нормально. Ага, ты про себя. Отлично. Отлично. Про себя. То есть зажигаешься большими целями. Вот ты и будешь для меня сейчас ориентиром, с кем мы будем делать упражнения. Напиши «да», если готова сделать упражнение. Давайте делать прямо сейчас упражнения все вместе. Что нам для этого понадобится? Желательно, чтобы у вас было под руками листик, ручка, и желательно листиков много.
Желательно листиков много. Можно стикеры брать, такие, ну знаете, как липкие. А можно просто взять обычный лист А4 и нарвать его на много кусочков маленьких. Обычный лист А4 берем и нарываем его на маленькие куски. Я прямо сейчас вместе с вами это сделаю. Ну, как называется техника? Техника на самом деле называется стратегическая сессия. Стратегическая коуч-сессия. То есть вы сейчас будете делать сами с собой стратегическую коуч-сессию по отношению к вашим целям. Как я рекомендую делать это упражнение? Рекомендую делать его очень просто. Просто прямо сейчас, не знаю, возьмите сколько вам нужно листов бумаги и найдите какое-то пространство, например, стол, или можно даже прямо на полу. И пускай у вас будет много таких вот листочков, прям я не знаю сколько, ну штук 20, 10, там как пойдет. Что нужно будет делать? Берите прям листы свои и начинайте на каждый лист прямо сейчас, вот прямо на каждый отдельный лист писать по одной цели. Ну, не надо ее сейчас прям по смарту формулировать, не нужно. Всем привет, кто присоединился, поддержите лайком нашу трансляцию. Мы сейчас делаем упражнение, которое называется стратегическая сессия по целям для самого себя. Смысл упражнения очень простой. Нарываем много вот таких листочков и на каждом листе пишем по одной цели. Прямо сейчас можете делать. Я вот уже пишу свои цели, озвучивать их не буду, вы тоже их можете не озвучивать. Единственное, что я вас попрошу, чтобы вы потом посчитали, сколько у вас получилось. Краткосрочные, долгосрочные. Вообще, в идеале для этого упражнения писать вообще все цели на всю жизнь. Да? То есть, таких людей не знаю. Юрий, хотелось бы услышать твое мнение. Кто-то из коучей, которых я смотрел, советовал умножать свои цели на 10, чтобы реально менять свою жизнь, а не слегка напрячься. Мое мнение, Владимир, мое мнение, что свою цель нужно умножать на 3. Вот мое мнение. Почему? Потому что когда мы умножаем на 10, цель очень часто нам кажется нереалистичной для нас. Ну, очень большой разрыв. Представь, что вот человек, который зарабатывает 1000, условно говоря, там, не знаю, долларов, он решает зарабатывать 10 тысяч. И это очень большой разрыв. Это в 10 раз больше. Это нужно стать уже другим человеком, выполнять другие действия, решать другие задачи. И очень часто человек хочет, сейчас скажу, и очень часто человек хочет достичь этой цели очень быстро. Я сторонник вообще более экологичного продвижения к цели. Почему я это рассказываю? Потому что я работал с многими людьми, которые обслушались и обсмотрелись и обчитались всяких тренингов личностного роста, всяких крутых мотиваторов и словили откат. Ну, что значит откат? Вот они на тренинге разогнались, там энергия, эмоции. Надо ставить большие цели. Уа! Добрый вечер всем, кто присоединяется. Спасибо, кто присоединяется к нам в YouTube. Подписывайтесь на канал, поддержите лайком трансляцию. И вот, когда человек приходит на тренинг личностного развития, прокачивает себя, особенно если это тренинг, ну скажем так, массовый, когда он большой, да, когда на нем там больше, чем 50-80 человек, ну и дальше, да. Эти тренинги, они имеют хороший, но краткосрочный эффект. Человек, его цепляет групповая динамика, и там все начинают делиться своими результатами, все хотят достигать целей, человек начинает ставить себе большие амбициозные цели, и пока заряд этих эмоций есть, он как бы этой целью горит. И когда есть это поддерживающее окружение, это круто. Но потом, когда тренинг закончился,
когда это окружение рассосалось, все начали эмоции уже угасать, все начали заниматься своими делами. Происходит что? Происходит то, что человек возвращается в свою привычную среду, и он в этой привычной среде, чтобы получать уже этот результат, который он умножил на 10, он должен стать другим человеком. А стать другим человеком — это процесс не быстрый. Стать другим человеком вот так по щелчку пальца практически невозможно. Стать другим человеком, ну, все вы понимаете, что мы состоим из наших навыков, по большому счету, и привычек. Привычки внедряются не быстро. Привычки внедряются не моментально. Навыки развиваются тоже не быстро. То есть это постепенный процесс совершенствования. Вот напишите, кто вы по профессии. Мне вот интересно, напишите, кто вы по профессии и насколько по шкале от 1 до 10 вы сейчас чувствуете себя профессионалом в этой профессии. Вот напишите вашу профессию, то есть чем вы занимаетесь, и насколько по шкале от 1 до 10 пишите вашу профессию, ну, допустим, бизнес-тренер, и пишите цифру от 1 до 10, насколько вы себя считаете асом, профессионалом, экспертом в этой профессии. Так вот, когда человек возвращается в свою привычную среду, он уже цель себе такую большую запальную поставил, но он еще сам не изменился. А смотрите, чтобы человеку достичь цель, которую он умножил на 3, ему нужно там, условно говоря, в 3 раза измениться. И это зачастую очень больно. Плиточник плюс 9, юрист плюс 8. Супер, спасибо большое, Павел, я вас помню. И я за вами иногда наблюдаю. Аня, тоже большое спасибо. Так вот, а представьте человек, который вот зажегся, и он умножил цель на 10, ему нужно в 10 раз измениться. А теперь я задам вам следующий вопрос. Меняли ли вы когда-нибудь какую-нибудь привычку? Насколько это легко проходит? Ну, допустим, даже владелец интернет-магазина 4. Супер. А вот сейчас, когда вы уже написали цифры, я задам вам следующий вопрос. Сколько времени прошло от момента, где вы были экспертом на 1, до той цифры, на которой вы сейчас находитесь? То есть, вот условно говоря, что вы вошли в профессию после какого-то образования с уровнем своего мастерства, которое было на единицу по вашей внутренней условной шкале. А сейчас кто-то на 8, кто-то на 9 с плюсом, кто-то на 4. И скажите, пожалуйста, сколько времени прошло до того, как вы достигли этих результатов, этих цифр вот на сегодняшний момент? Просто дайте такую сами себе обратную связь, и вы сейчас поймете, к чему здесь идет речь. Год. Отлично. Сейчас я поясню, для чего я задаю этот вопрос. Почему это мое субъективное мнение, и почему я не сторонник, чтобы умножать на 10. Почему я сторонник умножать на 3. Вот смотрите, люди пишут, кто-то за год, кто-то за 9. Да, вот интересно, что вы еще напишите. Кто-то 15. Отлично, здорово. И вот сейчас Владимиру задам конкретный вопрос. Вы достигли уровня 4, под этим уровнем 4 у вас есть, наверное, определенный товарооборот, определенные цифры, и которые вы бы хотели умножить на 10. Да? А теперь подумайте, сколько вам потребуется времени, чтобы реально достичь того. Сейчас поясню, я немножко зашел вперед. Вот вы за этот год достигли уровня 4. А теперь посмотрите на себя год назад и дайте сами себе обратную связь. Можете прямо в чат написать, через что вам за этот год пришлось пройти. И самое главное, насколько это вам принесло удовольствие. Как вы кайфовали, когда вы что-то не знали. Как вы кайфовали, когда вы сталкивались с какими-то новыми знаниями, которые необходимо в себе улучшать. Как вы кайфовали, кайфовали я говорю в кавычках, когда вы сталкивались, может быть, с какими-то непроплатами, неоплатами, или когда у вас сделали крупный заказ и кто-то его отменял. То есть, смотрите,
вы вошли в новую профессию, в новую специальность, в новые достижения с каким-то определенным багажом на уровне 1 и достигли уровня 4 за определенный срок, да, за год. И я уверен, что если вы посмотрите на себя год назад, вы были совершенно другим человеком. И вот я хочу, чтобы вы прямо сейчас написали, все, кто нас сейчас смотрит, пожалуйста, напишите, насколько кайфово, сколько вы получили кайфа и удовольствия от того процесса, когда вы развивали свой уровень мастерства от единицы, кто-то до 4, кто-то до 8, кто-то до 9. Насколько это был кайфовый путь, насколько это было всегда приятно и насколько это было всегда в удовольствие. И вспомните, пожалуйста, когда вы встречались с чем-то новым, с какими-то новыми задачами, они, возможно, у вас вызывали ощущение страха или какого-то замешательства. Вот подумайте об этом. И отвечая на вопрос, почему я рекомендую делать, все-таки умножать цель на 3, потому что следующий мой вопрос будет такой. По-разному было. А хотите ли вы умножить это в 10 раз? Вот этот дискомфорт, вот это вот страхи, вот это непонимание, вот эти вот какие-то процессы, готовы ли вы реально умножить в 10 раз? Чтобы вам было в 10 раз тяжелее, в 10 раз сложнее, в 10 раз сложнее задачи. Ведь почему я так говорю? Иногда новые навыки приобретаются через трудности. Ну, я могу сказать так, что человек сам по себе существо такое ленивое, да, и мы все стремимся к какому-то комфорту, мы все стремимся к какому-то определенному ничего не деланию, может быть, даже так сказать. Можно даже так сказать. Но для того, чтобы у нас были классные выдающиеся результаты, нам приходится вкладывать сюда свою энергию, либо психическую. Сначала стресс от проблемы, потом кайф от ее решения. Да. И вот представьте, Владимир, что бы с вами было, если бы этого стресса было в 10 раз больше в один момент времени? Почему я об этом говорю? Потому что как раз таки, когда человек умножает цель на 10, а еще хуже на 100 или на миллион раз, представьте, да, бывает такое, человеку нужно очень сильно, резко измениться. И ему нужно очень быстро научиться решать другие задачи. Да, это возможно, но скорее всего это исключение, чем правило. То есть это возможные вещи, но скорее всего... Если там будет вопрос жизни и смерти, то это хорошо сработает. И человек может умножиться в 10 раз и даже больше. Но если там не будет стоять вопрос жизни и смерти, то, скорее всего, человек может провалиться в яму. Яму, словить откат. И когда он столкнется со сложностями, которые в 10 раз превышают его привычный уровень стресса, то он может даже заболеть. Вот реально. Если там, ну, ведь многие люди ставят, вот посмотрите, сколько много людей, особенно там, я помню, год 2016-2017, когда тренинги так активно распространялись, особенно тренинги личностного развития, когда люди писали там у себя в соцсетях открытые декларации, говорили, так, я такой-то, такой-то там, я решаю, что через год у меня будет там Ламборгини и дача в Барселоне. И эти люди очень часто потом удаляли свои соцсети. То есть они вроде как делают публичную декларацию, но скорее из-за того, что цель для них слишком большая, она является скорее символом страха, чем символом какого-то, скажем так, позитивного влечения. И вот в чем опасность. Вот понимаете, в чем опасность именно амбициозных, прям больших целей. Большие цели, их можно поставить где-то на горизонте, да, что в принципе, вот, знаете, есть цели из разряда «было бы хорошо». И вот это тоже классно. Но если мы говорим о целенаправленной работе над каким-то результатом, лучше ставить цель, ну, умножить на 2 или на 3.
И тогда, когда вы ее достигнете, а вы ее достигнете с наименьшим сопротивлением от собственной же психики, вы сможете ее опять, когда вы ее достигнете, опять умножить на 2. Или там опять умножить на 3. И это будет для вас с психологической точки зрения более безопасно. Потому что любые изменения, они происходят постепенно на самом деле. А те, скажем так, вещи, которые мы видим в рекламе, там человек вчера был бомжом, а сегодня зарабатывает миллионы на биткоинах, это скорее, ну, я даже не буду говорить, что это там обман. Скорее всего, это правда. Но это исключение, чем правило. Это, скорее всего, исключение, чем правило. Поэтому я сторонник вот на самом деле более трезвого подхода к жизни и более таким, скажем так, медленным, рациональным изменением. Долго отвечал на этот вопрос. Ну, я надеюсь, Владимир, что ответил. Да, так вот этот стресс вы можете устраивать себе не очень большой. Хочу меньше напрягаться, но эффективнее проявляться. Это хороший запрос. Здесь нужно тоже думать, каким образом это можно сделать. Хорошо, давайте перейдем к нашему упражнению. Итак, у вас уже, наверное, есть вот такие вот листочки, вот такие стикеры. И что нам нужно делать? Теперь пишите на этих листочках столько целей, сколько вы сейчас можете их выписать. Давайте прямо вот сейчас прервемся на буквально, давайте 5 минут. Давайте, вот даже интересно, сколько вы выпишете целей за 5 минут. Отлично. Владимир, чисто из, знаете, такой техники безопасности. Почему я вообще начал это рассказывать? Потому что я работал с очень многими ребятами, которые поставили себе такие цели амбициозные. Где-то они там книжку мотивирующую прочитали, ну, разогнали себя, либо на семинар какой-то сходили. А потом они получили такой отказ, что аж в долги залезли. И это, ну, скажем так, не всегда кайфовая история. Поэтому давайте, друзья, вот что сделаем. Прямо, чтобы у нас был практически прямой эфир. Нарывайте себе стикеры. Мы делаем 5 минут такую музыкальную паузу. Ровно 5 минут, и за 5 минут напишите на листе бумаги все цели, которые вы хотите достичь в жизни. Вот прям берите крупные, все вещи, которые вы хотите. Цели какие? С кем вы хотите познакомиться, в какой стране хотите побывать, с какими людьми вы хотите общаться, какие материальные блага вы хотите иметь, дома, дачи, квартиры, машины там, и так далее и тому подобное. И все, что вы за 5 минут выпишете, то и ваше. Вот то и будет сейчас сбываться. Договорились? Если договорились, напишите в чат что-нибудь, поставьте смайлик. Вот такой смайлик, он будет означать, что мы договорились. Когда я увижу вот такие смайлики, это будет значить, что время на наше упражнение прошло. Для тех, кто к нам только что присоединился, поставьте лайк этой трансляции, подпишитесь на канал Юрий Пузыревский на YouTube, и сейчас делаем упражнение. Я повторяюсь, нарываем вот такие листы бумаги, 10-20, и в течение 5 минут пишем все цели, которые мы хотим достичь в жизни в принципе. Вот просто за 5 минут все максимально, что мы хотим достичь. И дальше мы перейдем уже к стратегии, что с этим делать. Я делал упражнение 2 месяца назад, написал 86 целей за 1,5 часа. Хорошо, Владимир, отлично, что вы это сделали уже. Тогда мне будет очень даже интересно, сколько из этих целей вы вспомните за эти 5 минут. Попробуйте сделать вот прямо сейчас. 5 минут. Я сейчас вам включу хорошую музычку, и мы проделаем упражнение. Очень здорово, что вы сейчас написали. Друзья, я напоминаю тем, кто нас смотрит на других площадках, переходите в YouTube, Юрий Пузыревский, и подписывайтесь на канал, а мы делаем упражнение. Делаем упражнение или не делаем? Потому что в следующем шаге, я не знаю, Владимир, делали ли вы такое упражнение, нам просто нужно будет в следующем шаге, я поясню, что сделать. Вам нужно будет просто их еще проранжировать в отношении себя. Окей, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Делаем. Отлично. Хорошо. Я тогда включу музыку и сам схожу, наберу себе водички.
приду и будем продолжать. 22:25 сейчас, и в 22:30 мы продолжим. Мы продолжим нашу прямую трансляцию. Не делал. Они так и лежат стопкой. Я только использовал их для определения своих интересов. А вот сейчас, Владимир, очень здорово. Ну, смотрите, если ваша стопка у вас где-то под рукой, то вы можете, отлично видно и слышно. Спасибо большое, что даете обратную связь. Это прям очень необходимо. Особенно, когда делаешь трансляцию на YouTube, потому что непонятно, видно ли тебя и слышно. Хорошо. Если у вас, Владимир, есть эта стопка под рукой, я вам рекомендую все-таки с ней сейчас поработать. И мы сейчас будем делать некий такой стратегический анализ вот каким образом. Что нужно будет сделать? Напишите, кстати, сейчас, прямо сейчас в чат напишите, сколько у вас получилось целей написать за этот промежуток времени, за эти 5 минут, что было у нас отведено. Это, знаете, как сила дедлайна. Когда нас ограничивают во времени, тогда у нас голова начинает быстрее работать. Напишите, сколько получилось за этот промежуток времени. Хорошо. Отлично. 11. Ну, вне зависимости от того, сколько у вас получилось, понятно, что мы сейчас работаем в прямом эфире, а если это будет не в прямом эфире, то вы можете написать и больше целей. Но вот что вам нужно будет сейчас сделать. Так, секунду, я включу так, чтобы я видел самого себя. Вот это вы. Вот ваша спина. Надеюсь, вы сейчас удобно сидите. Да? И вот впереди ваше, условно говоря, пространство. Стол, диван, кровать или может быть на полу. И вот у вас есть то количество целей, которые вы себе написали. То количество целей, которые вы себе написали. И что вы можете делать сейчас с этими целями? Дорогие друзья, кто к нам присоединяется, обязательно поддержите нашу трансляцию лайком. Это всегда приветствуется. Смотрите, что нужно делать. Сейчас просто их хаотично расположите. Вот у вас несколько листочков. На каждом листочке лежат ваши цели. Ну, там у кого-то 11 получилось, у кого-то 10. Не столь важно. Что нужно делать теперь? Ну, допустим, здесь цель номер 1, цель номер 2. Но вы их не нумеруйте, а просто пускай у вас будет написано то, что у вас написано. И ваша задача сейчас провести такую проверку. То есть вот ваши листочки лежат перед вами. Вы берете первую любую цель и начинаете на нее смотреть и думать внимательно. Внимательно думать о ней и задаваться вот каким вопросом. Насколько эта цель для меня важна? И второй вопрос, насколько я сейчас прилагаю усилия для того, чтобы ее достигать? Насколько я сейчас готов на ней фокусироваться? Друзья, кто смотрит на другой площадке, вы пишите, по-моему, он не с нами. Я с теми, кто смотрит на YouTube, поэтому переходите в YouTube, ссылка в шапке профиля. Заходите в YouTube, Юрий Пузыревский, и там мы будем с вами общаться. Хорошо. Понятно, что нужно сделать? Вот сейчас вам нужно выложить перед собой некое такое дерево, которое будет являться вашим стратегическим планом. Почему я попросил делать это на отдельных листах? Потому что вы эти листы можете менять местами, и причем менять местами с определенной закономерностью. Та цель, которая для вас наиболее важна, та цель, над которой вы непосредственно сейчас работаете, вы ее располагаете поближе к себе и, наверное, лучше перед собой впереди. Да? Те цели, которые для вас не так важны, вы их располагаете где-то подальше.
То есть вы здесь, вот в этом поле, в котором вы работаете, вы сделаете себе некую такую раскладку по важности, по актуальности и насколько вы, кстати, еще можете работать и со временем. То есть, если у вас есть цель, которую вы хотите достичь в этом году, то, условно говоря, вы можете здесь некую такую для себя провести шкалу времени. Ну, допустим, здесь 1 год, здесь 5 лет, здесь 10 лет, здесь там 40 лет. Таким образом, вы можете тоже отсортировать ваши цели таким образом, чтобы у вас появлялась уже картина перед глазами. Ну, допустим, здесь я хочу свой дом, к примеру, да? Через сколько вы его хотите? Ага, через 5 лет. Насколько это для меня важно? Хорошо. Передвигайте ее вот сюда. Вот здесь ваш дом будет находиться. Или там, я хочу, не знаю, стать самым популярным блогером в русскоязычном пространстве. Насколько эта цель для вас важна и когда, в какой срок вы хотите ее достичь. Допустим, там, через 3 года. Окей. Таким образом, вы проводите себе такую ранжировку ваших целей и прям выкладываете их перед собой таким образом, чтобы они у вас выстраивались в некую цепочку важных актуальных целей. И соотносите это со временем. Если есть какие-то цели, к которым вы идете параллельно, вы тогда их просто располагаете рядом. Ну, вот таким образом. Да? Если вы тут решили купить новый автомобиль, и вы решили, не знаю, съездить в Африку, и вы это решили сделать, обе цели, они по времени соотносятся где-то через 3 года, то вы их, соответственно, где-то посередине перед собой на таком расстоянии и выкладываете. И вот из тех целей, которые вы сейчас записали за этот короткий промежуток времени, выложите себе такую некую карту, интеллект-карту, можете ее так назвать, прямо перед собой на пространстве и подумайте над тем, насколько она для вас важна, потому что иногда, когда начинаешь раскладывать эти цели, начинаешь осознавать, что в принципе мне это не так уж и важно. Такое тоже бывает, и это тоже нормально. Но если вы видите, что эта цель не так важна, и возможно вы ее даже достигать в ближайшее время не будете, то вы ее просто можете куда-то передвинуть в сторонку, там, подальше, да, и от середины в какую-то сторону отодвинуть для того, чтобы вы, во-первых, все равно ее держали в фокусе, ни в коем случае их не уничтожайте, потому что эти цели, это те смыслы, которые вами движут, да, вы их просто определяйте во времени и определяйте в уровне важности. И таким образом у вас уже получится некий стратегический план, по которому вы будете двигаться. Что вы можете сделать дальше? Дальше, когда вы поработаете с листами, я понимаю, что, возможно, сейчас у вас и не все получится прямо в процессе прямого эфира, чтобы дать какую-то обратную связь. Но когда вы с ними поработаете и увидите общую картину, вы его можете, во-первых, сфотографировать и держать всегда перед глазами. Я, кстати, всегда делаю для себя такую фишку. Я фотографирую всякие вот такого рода упражнения с целями и ставлю их на заставку в телефоне, чтобы между теми значками, там, которые у меня есть, всяких приложений, я периодически видел этот список. Это очень тоже классная фишка. Делюсь, берите на вооружение и прям используйте. Дальше что можно сделать еще? Когда вы уже поиграли с этими листами и осознали, что это для вас более важно, это для вас второстепенно, это ближе по времени, это дольше по времени. Когда вы выложили эту карту, вы ее можете оформить в неком, сделать некую прям вот схему, карту. Можете в интеллект-картах сделать, майндмэп какой-нибудь, или можете просто от руки красиво зарисовать, чтобы эта раскладка, она являлась для вас таким планом по реализации задуманного по жизни. И это прям очень важно, держать это перед собой. И еще, что важно, к каждой цели вы можете еще добавить шкалирование. Что это значит? Ну вот, допустим, у вас есть отдельный листок с целью, где записана цель словами.
И вы можете еще добавить вот такую вот шкалу, опять же, от 1 до 10, и оценить, насколько вы сейчас далеко от стопроцентной реализации. Да? Если вы там на пути, там, допустим, на 3, окей. Если вы там на 3,5, на 5, на 6 от реализации, окей. Просто даже если вы еще, как это сказать, находитесь на расстоянии, не знаю, 0,1%, тоже лучше отметьте где-то вот здесь на этой шкале самую маленькую, минимальную, и напишите цифру, на каком вы расстоянии сейчас находитесь. И это уже для вас будет являться таким стимулом в достижении. Вот такая вот ситуация. Я смотрю, у нас тут... Ладно, не буду комментировать то, что у нас там пишут. Я работаю с чатом тех, кто нас смотрит в YouTube. Когда вы проранжируете от 1 до 10, на каком вы расстоянии, у вас уже будет появляться четкое понимание, куда вам стоит тратить свое время и куда вам стоит тратить свою энергию. Это тоже очень важно. И когда вы понимаете, что вы сделали какие-то шаги по достижению целей, и этот движочек такой мысленный, он передвигается немного вперед, поверьте, это тоже такое позитивное подкрепление о том, что вы движетесь к цели. Очень важно в процессе достижения, особенно если говорить про какие-то большие глобальные вещи, очень важно наблюдать и осознавать вот эту динамику, что я что-то делаю для того, чтобы приближаться к тому, чего я хочу. Потому что когда у нас это, скажем так, не запротоколировано, да, когда у нас это не нанесено на бумагу, мы тогда и не можем четко себе представлять, в каком же мы пути. И опять же, возвращаясь к вопросу с Владимиром, вот когда мы ставим себе какую-то слишком большую, да, цель, которая превышает там в 10 раз или больше наше текущее состояние, вот это вот движение, вот эта динамика, она очень маленькая, и мы от этого можем тоже страдать. Понимаете, наверное, да, о чем я говорю? Напишите, понятно ли, о чем я сейчас говорю. То есть, если мы зарабатывали $1000, а поставили себе цель зарабатывать $100 000, там умножили в 100 раз, то что мы будем делать? Большинство людей так будет делать. Они будут... Юрий, запись стрима будет, хочу пересмотреть на свежую голову, да и спать пора. Ну, запись стрима, знаете, это такое дело, я за себя не ручаюсь, я так скажу. Может быть будет, может быть не будет, посмотрим. Посмотрим, сколько лайков стрим наберет. Если больше 10 лайков наберет, то я его оставлю. Если меньше 10, то уберу. И продолжу просто мысль. Когда вы поставили себе там 100 000, умножили в 100 раз, вы начинаете смотреть, что вы очень медленно продвигаетесь. Вы начинаете сравнивать свое текущее состояние с желаемым, модель Toad, и вы начинаете все меньше верить в эту цель, начинаете больше разубеждаться в том, что вы можете это достичь. А когда вы умножили, допустим, 1000 на 2, и вы понимаете, что вы сегодня вот уже зарабатываете не 1000, а 1100, и вы понимаете, что вы уже на 10% приблизились. И это будет давать больше энергии, и это будет давать больше мотивации внутренней для достижения. Вот замечать свою динамику достижения цели, это прям тоже очень важно. Если мы не обращаем внимания и не хвалим себя, не гладим себя по голове за наши достижения, а только постоянно ругаем, когда человек, допустим, поставил, вот представьте, он 1000 зарабатывал, стал зарабатывать 1100, а поставил себе цель 100 000, он там продвинулся на 0,1%. Для него это незаметно, и он тогда начинает, скажем так, себя обесценивать. Хотя на самом деле, скорее всего, он проделал уже много работы для того, чтобы достигать этого всего.
Вот такая вот информация, друзья. Берите на вооружение. Это крутое упражнение. Его не будешь делать, конечно, каждый день, но потратить полчаса времени для того, чтобы расставить какие-то свои ориентиры и сфокусировать себя на более важных вещах и более реалистичных, чем... Ну, я поставил и подписался. Очень круто, что я попал. Тема прям насущная. Владимир, спасибо за подписочку, спасибо за лайк. Отлично. Будем развивать эту тему. Дорогие друзья, ну что, будем, наверное, на этом заканчивать наш прямой эфир. Если сейчас вопросов нету, то задам вам несколько вопросов я, насколько это было для вас полезно, насколько это было для вас актуально, и стоит ли продолжать делать такие прямые эфиры с короткими, простыми упражнениями, которые можно прямо вот в прямом эфире взять, внедрить, сделать, получить результат. Что еще хочу сказать? Ну, традиционно у нас идет на курс NLP практик набор, который стартует в сентябре, 14 сентября, курс онлайн. Сейчас вы можете зарегистрироваться туда по самой наилучшей цене. Сейчас на него скидка действует 50%. Как туда зарегистрироваться? В шапке моего канала есть ссылка, и там есть сайт, на котором вы можете зарегистрироваться на курс. Либо напишите в любой доступной соцсети, найдите меня, Юрий Пузыревский, и вы получите эту скидку. Но скидка как раз таки действует сутки, вот реально. Я неделю назад об этой акции сказал, что вот сейчас целую неделю люди могут получить трехмесячную программу NLP практик за половину стоимости. Половина стоимости это в российских деньгах где-то 12,5 тысяч. Вот, так весь курс трехмесячный стоит 25 тысяч. Что мы там будем делать? Мы будем изучать технологии эффективной коммуникации. Мы будем изучать технологии понимания себя. Мы будем изучать технологии изменения себя, улучшать привычки, улучшать свое поведение. Будем улучшать свое качество общения. Конечно же, мы будем много работать с целеполаганием, потому что, если говорить про цели, в НЛП есть очень много инструментов, которые помогают настроить ваше внутреннее представление о целях. Ваше внутреннее представление о целях, как нужно правильно их даже визуализировать. Хотя я к визуализации отношусь достаточно хорошо, но есть нюансы. У каждого человека есть своя особая кодировка. И как раз таки на курсе NLP практик, вот работа с субмодальностями, она очень важна. Как сделать так, чтобы цель, она реально была достигнута. Там тоже есть нюансы, о которых я сейчас, конечно, говорить не буду. Не потому, что мне жалко, а потому что, если вы заметили, у меня немного подсел голос. Но будем продолжать делать такого рода стримы. Обязательно поддержите лайком, подпишитесь на наш канал. И не буду вам много обещать, но постараюсь раз в неделю выходить в прямой эфир с подобного рода темами. Окей? Как понравится девушке, пишет какой-то человек. Для начала нужно понравиться себе, а потом уже и девушке начнете нравиться. Как понравится девушке? Вот, мне кажется, это молодой человек пишет. Ну, простые рекомендации. Во-первых, надо выглядеть опрятно. Девушки, они более чистоплотные, чем мужики. Выглядеть опрятно, надо обязательно продолжать. Вижу. Хорошо, спасибо. Формат понравился, возможно задать вопросы, сразу услышать ответ, это круто. Кстати, вот Владимир, вы у нас новый подписчик, новый участник. И вообще для всех тех, кто смотрит нас не в первый раз, что можно еще делать? Если вы не стесняетесь себя, если вы не стесняетесь своего лица, я могу вас приглашать в прямой эфир, где мы будем прорабатывать какую-то технику, какой-то вопрос прямо в прямом эфире через Zoom. То есть и вы, и я будем в прямом эфире в реальном времени общаться. Все это будут видеть другие люди, а вы будете получать результаты. Если вы хотите прийти как клиент на демонстрацию, чтобы я с вами поработал, вы можете написать мне в личку, мы с вами договоримся, проверим все технические условия, договоримся, о чем мы будем работать и какая тема, и вы станете звездой YouTube, будете работать прямо в прямом эфире. Но единственное условие, я буду использовать вашу запись, буду использовать ваше лицо, поэтому об этом договариваемся сразу, потому что случаи бывают разные.
Хороший вариант. Да, хороший вариант, правда, требует определенного времени, но я постараюсь это делать. Так вот, отвечая на вопрос одного из наших подписчиков из другой соцсети, который задает вопрос, как понравится девушке. Первое, надо для начала научиться нравиться самому себе, а во-вторых, следить за собой. Ну и третья, общая такая рекомендация, знать пресуппозицию НЛП, которая звучит: карта не равна территории, не равна другим картам, не навязывать свои ценности другому человеку и хорошо разбираться в ценностных ориентирах, которые движут вашей девушкой, которой вы хотите нравиться. Окей, я думаю, ответил на этот вопрос. Да, формат хороший, мне тоже понравилось. Где-то, сколько, мне даже интересно посмотреть на таймере, сколько мы с вами общаемся. Так, сколько же мы общаемся, где это посмотреть? Не вижу. Ладно, посмотрим потом. Ну, я думаю, где-то час, не больше. Это прямо вот очень оптимальный формат, где какую-то одну короткую тему мы разбираем и двигаемся дальше. Большое спасибо, что вы сегодня были с нами. Большое спасибо тем, кто перешел к нам из других социальных сетей и подписался на наш канал, который о саморазвитии, о целях, о технологиях эффективной коммуникации. Мне было приятно с вами провести это время. Если у вас остались вопросы, можете их писать в комментариях под этим видео. Пересматривайте, делитесь этим прямым эфиром и не только этим прямым эфиром с другими людьми. Если прямой эфир был для вас полезным, можете походить, полистать мой канал. На нем еще очень много полезных видео, касаемых саморазвития, коучинга, НЛП. Хорошо, большое спасибо за просмотр. С вами был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Пока-пока.